Давненько у меня не было таких трудностей с записью видео. Во-первых, потому что я снимаю теперь в новом формате. Во-вторых, потому что тема весьма трудная. Те, кто смотрел мое последнее видео про Желтого Императора, а также про метод Джуйоу, знают, что я наткнулся там на место с древним методом психотерапии. Он так называется, Джуйоу. И чем этот метод интересен, так это тем, что через воздействие на дух или разум пациента врачи древних времен воздействовали на энергию. И таким образом они могли воздействовать и лечить не только психические или душевные расстройства, они могли лечить человека в целом, то есть все болезни практически. Ну и, конечно, когда я почитал про этот метод, мне стало самому интересно, может быть, я смогу ему обучиться и смогу использовать его на практике. Во-первых, что мне пришло в голову? Этот метод очень мне напомнил про психосоматику. Те, кто занимается психосоматикой, утверждают, что 50% всех заболеваний имеют психосоматический характер. Психосоматика, термин был введен в 19 веке, а сам трактат Желтого Императора был написан в 1 или 2 веке до Рождества Христова. Причем считается, что вот этот мифический человек, Желтый Император, он был где-то в промежутке между 30 или 20 веком до Рождества Христова. Там очень расплывчато все. В самой главе говорится о людях высокой древности, то есть это люди, которые жили еще задолго до Желтого Императора, то есть это, можно сказать, 40 век до Рождества Христова, до нашей эры, что вроде этого, то есть это очень много времени. И вот эти люди, они додумались до такого невероятного метода психотерапии. Вау, взрыв мозга. Но на самом деле все ли так радужно? Почему китайцы сейчас не используют этот метод наряду с иглотерапией, моксотерапией, травами, массажами и так далее? Один из объяснений, который, кстати, дается в этой же главе Желтого Императора, это что люди уже не те. То есть в древности, когда люди пользовались этим методом Джуйоу, они жили вместе с животными, они прятались в тени от солнца, разогревались там через движение, когда было холодно и так далее. Во времена Желтого Императора люди уже были не те, они искали чиновничество, они хотели стать важными шишками, они работой ограничивали движение своего тела. И это на самом деле очень много напоминает нам о современности. На самом деле люди 21 века не слишком-то отличаются от чиновников Древнего Китая. Мы все заняты работой, развитием карьеры, завистью в социальных сетях, и уже нельзя сказать просто, типа, отпусти все это, да? Человек не сможет отпустить все это, он к этому очень привязан. Постепенно эти привязанности переводят к депрессии, к болезням, и намного легче становится просто взять таблетку или пойти к терапевту. Именно по этой причине метод Джуйоу начал замещаться травами и иглотерапией. По крайней мере, я так думал в начале. Но я все-таки решил прочитать побольше про этот метод, потому что, кто его знает, может быть, все-таки я смогу чему-то научиться, может быть, кто-то все еще практикует этот метод, и есть какие-то знания, которые сохранились. Я решил поискать в китайских источниках, и это было очень трудно, потому что там было очень много отсылок на древние тексты, которые было очень трудно разобрать. Поэтому я решил все-таки обратиться в английский Google, и там нашел книгу, которая называется «Мистическое древнее китайское лечение». И в основном это видео, которое будет сегодня, там будет очень много текста именно из этой книги. Мне пришлось зарегистрироваться на сайте, чтобы прочитать ее бесплатно. То есть большие жертвы были уплачены. Вот что я узнал. Джуйоу с точки зрения современного человека это суеверное учение, которое включает в себя очень много заклинаний, там, мантр и талисманов. Очень разочаровывает, но сразу задаешься вопросом, в Желтом Императоре в предыдущих главах было написано, что глупый человек пойдет к шаману, а мудрый человек пойдет к доктору. Так почему же внезапно нам пропихивают этот метод колдовства? Может быть, не все так определенно? Для начала давайте посмотрим на значение слова «джуйоу». «Джу» означает проклинать, молиться, отвечать. А «йоу» означает причина заболевания. То есть в любом случае слово — это очень важная часть этого метода, а также очень важно знать или определить причину заболевания. Я прочитаю вам несколько случаев лечения, в кавычках, используя этот метод Джуйоу.
Первый случай – это пациент с опоясывающим лишаем. Мастер, который практикует этот метод Джуйоу, опустил фитиль лампы в масло и зажег его. После чего он надел талисманы на голову, руки и спину пациента. Процедуру повторили следующие 2 дня. Всего потребовалось 3 дня, чтобы пациент выздоровел. Случай второй произошел в Китайской республике. Немский доктор страдал от фурункула на спине, от которого он не мог избавиться медициной. Мастер приказал тому встать перед деревом с закрытыми глазами, лицом на восток, после чего он нарисовал красный круг на дереве кистью, но потом мастер встал позади немца и начал рисовать круги на его спине, с каждым разом уменьшая размеры круга, пока кисть не достигла больного места. Вдруг боль покинула спину немского доктора, нарыв исчез, а на дереве образовалась шишка, то есть болезнь мистическим образом перешла к дереву. В книге упоминаются еще 2 метода, но они, в принципе, несколько похожи на эти, поэтому, я думаю, нет смысла их зачитывать тоже. Если вам интересно, и у вас есть знание английского языка, можете посмотреть сами. Из древних медицинских книг становится ясно, что необходим чуаншин, чтобы изучить Джуйоу. Чуаншин — это техники, которые передаются эзотерически из тела в тело или из разума в разум. То есть не секрет, что практически все китайские методы лечения передавались от учителя к ученику. Это не исключение. Тренировка включает в себя несколько фаз. Во-первых, цунцы — это ментальная практика. Второе, бичи — контроль дыхания. Третье, ю — ритуальные шаги. Четвертое, йинму — здесь перевод несколько затерялся. Пятое, жестикуляция ладонями. Шестое, мудра — это печати руками. Седьмое, заклинание. И восьмое, написание талисманов. Всего есть 4 типа заклинания в Джуйоу. Первое — это угроза или приказ. Второе — это предупреждение. Третье — проклинание. И четвертое — это выяснение причины заболевания. Чтобы изгнать заболевание, нужна комбинация талисманов и заклинаний. И при использовании написания талисманов очень важна последовательность штрихов. Также нужны длительные тренировки. И как только практик освоит все эти методы лечения Джуйоу, излечение для него будет расплюнуть. По крайней мере, так написано в древних книгах. Также целители Джуйоу должны следовать дзиньцзе. Это такой кодекс руководства. Вроде 5 заповедей, 10 добродетелей, 8 запретов и так далее. Перед ритуалом также очень важна вегетарианская диета. В древние времена метод Джуйоу был частью официальной медицинской системы. На протяжении многих династий, таких как Джоу, Суэй, Тан, Мин, Юэн, оно было под покровительством Имперского бюро медицины. Обычно, когда идет речь о шаманизме, в китайском языке используется иероглиф Ву. И филолог династии Цинь, которого зовут Дуан Ю Цай, в своей книге Шоу Вэн Де Цзэ Джу пишет, что Джу не должно быть синонимом Ву. То есть это не то же самое, что шаманизм. И это его объяснение базировалось на Джоу Ли. Это такой древний памятник китайской литературы, где написано, что Ву и Джу — это разные категории. И те чиновники, которые практиковали Джуйоу и Ву, они уважали друг друга относительно ритуальных церемоний, но они все были по разные стороны. Также то, чем они отличались, это что в шаманизме лечение происходит через духов, а лечение через Джуйоу происходит полностью от силы слова и талисманов. Через них лечители воздействуют на дух или разум пациента и таким образом изменяют его энергию чи. Также автор книги, которую я сейчас читаю, как причину объяснения шаманизма и этого метода Джуйоу приводит эффект наблюдателя. Я вам сейчас по-быстрому объясню, что из себя представляет эффект наблюдателя. Ну, я сам не физик, поэтому можете меня как-то поправить. Получается, его в основном привели из эксперимента 2 щелей. Получается, если у нас есть одна щель, и мы пускаем через нее свет, то напротив, на стене, мы, конечно же, увидим свет в форме щели, то есть когда щель пропускает свет. Однако, если мы поставим 2 щели и пропустим через них фотоны света, то уже будет совсем другая картина, под названием интерференционная картина. То есть там будет уже не 2 световых пятна щели, а несколько. И до конца неизвестно, почему так происходит. Если же мы поставим наблюдателя около этих 2 щелей, то этот эффект по какой-то причине пропадает.
И я подозреваю, что именно поэтому к этому эффекту привязали очень много мистики. То есть этот наблюдатель своим воздействием мысли может воздействовать на фотоны света. Но проблема в том, что, опять-таки, как я понял, наблюдатель может быть и не человек, это может быть какой-то механизм. Поэтому эта теория несколько не работает, кажется. Не знаю. Но как бы то ни было, таким образом пытается объяснить воздействие шаманов и вот этих людей, которые практикуют джиоу, на тело человека. Есть даже целая статья на английском языке, которую я не буду описывать, но вы можете ее сами прочитать в описании внизу. А я лишь сделаю следующее заключение. Джиоу, по моему мнению, это лишь стадия перехода от магии к современной медицине. Это вообще не удивительно, что в Китае, где до сих пор используются такие термины, как энергия чи, дух, шень и так далее, этот метод был на плаву столько династий, столько тысячелетий. Да что уж там, до сих пор в отдаленных деревнях и горах есть люди, которые практикуют этот метод. Но, конечно же, в современных госпиталях, как бы интегративной медицины или китайской медицины этот метод уже не используется. Также подобный метод используется на Тайване, называется фулу. К лучшему это или к худшему, что этот метод уже не используется, вы можете написать в комментариях к этому видео. Так, если вам понравилось видео в этом формате, подписывайтесь, ставьте лайки, там, колокольчик и зайден.